Приветствую вас. Тема нашего расклада сегодня это президент Турции Реджеп Эрдоган. Мы будем просматривать остаток 2024 года и 2025. На дне колоды у нас старший аркан Шут. Его, наверное, я просмотрю чуть позже. Значит, если мы говорим про 2025 год, он будет несколько неоднозначный. Но если мы говорим про цели Эрдогана в отношении своей карьеры, в отношении себя, то здесь у нас падает император, туз жезлов и десятка пентаклей. О чем нам говорят эти арканы? Первое – это укрепление правительства, укрепление власти, особенно если мы говорим про президентскую вертикаль. Это получение каких-то новых возможностей, особенно если мы говорим про поддержку каких-то крупных кланов, игроков, не только в рамках государства, но и на международной арене. Значит, это может быть еще получение денежных средств, укрепление своего положения за счет власти, за счет новых возможностей и за счет каких-то материальных благ в том числе. Значит, если мы говорим про цели и задачи в отношении страны, здесь у нас падает двойка жезлов, старший аркан колесница и старший аркан маг. Значит, это может быть сотрудничество военного характера, раз. Я не исключаю, что может быть участие в каком-то военном конфликте, но, например, совместно с кем-то. Здесь у нас может просматриваться возможность участия Турции в каких-то военных учениях для того, чтобы можно было оттачивать мастерство. Плюс здесь у нас может еще проигрываться ситуация заключения каких-то выгодных контрактов на поставку, например, вооружения в том числе. Совместная разработка ВПК, каких-то новых видах вооружения, тестирование, испытания, необходимость демонстрации, например, какой-то военной силы и военной мощи. Надеюсь, здесь не будет никаких территориальных споров, но посмотрим, наверное, в раскладе на 2025 год для Турции. Еще двойка жезлов, старший аркан колесницы и старший аркан маг. Это может нам говорить о том, что Турция может попытаться стать такой вот страной, которая будет, допустим, лидировать в каких-то военных аспектах. Такого рода вот военная держава. Значит, если мы смотрим ключевые события для Эрдогана в контексте 2025 года. Десятка кубков, паж пентаклей, туз пентаклей. О чем нам говорят эти арканы? Значит, это обращение, допустим, к нации, это могут быть объяснения каких-то вопросов, аспектов, стратегий, целей, задачи, если мы говорим про государство. Значит, какие-то социальные вопросы, социальные аспекты будут прежде всего интересовать Эрдогана. Еще особый вклад, особое внимание будет уделено, допустим, молодому подрастающему поколению, особенно в форме, допустим, какого-то обучения, образования, привлечения. Это может быть, допустим, какая-то поддержка деньгами многодетных семей в том числе. И еще десятка кубков, паж пентаклей, туз пентаклей может нам также говорить о каких-то семейных, например, проектах, связанных, допустим, с социальной какой-то политикой, семейной политикой в том числе. Посмотрим, как это проиграется. И еще хочется отдельно отметить, что здесь у нас может появиться либо измененная какая-то валюта, либо измененная составляющая в том числе. Потому что паж пентаклей, туз пентаклей — это вот все, что касается вот каких-то валютных операций, новые, ну, допустим, сейчас цифровизация идет. Вполне вероятно, что тоже может такая ситуация быть актуальна в этот период времени. Значит, если мы говорим про какие-то скрытые позиции, здесь у нас король мечей, рыцарь кубков и шестерка пентаклей. Ну, во-первых, это какие-то переговоры, связанные с военной тематикой. Это раз, они находятся в скрытой позиции. Это значит либо получение каких-то денежных средств, допустим, за оказание каких-то услуг. Это раз. Второе, здесь у нас может
производиться продажа, все, что связано вот с военной какой-то тематикой. Значит, особый контроль будет уделен международным взаимоотношениям, потому что здесь просматривается определенного рода напряженность. Еще Турция может поддерживать каких-то военных своих союзников, в том числе выделяя им какие-то либо денежные средства, либо помогая вооружению. Еще это разработка, допустим, какой-то военной стратегии, но это вот перекликается целями и задачами в рамках государства. Король мечей, рыцарь кубков и шестерка пентаклей – это прослеживание различных схем, значит, это может быть отслеживание каких-то коррупционных вещей, подготовка, например, какого-то компромата в том числе. Ну, опять-таки, не для того, чтобы, условно говоря, посадить, обвинить, хотя и такие случаи здесь у нас могут проигрываться, а для того, чтобы, например, выторговать для себя наилучшее предложение. Если мы говорим про внутреннюю ситуацию, про внутреннюю политику, паж жезлов, король жезлов и тройка кубков. Это значит борьба, противостояние. Здесь у нас могут быть, допустим, какие-то протестные настроения, требования, но также это может связано быть с высоким уровнем конкуренции, если мы говорим про энергетические предприятия. Значит, тройка кубков, король жезлов и пятерка жезлов может нам указывать на какие-то оппозиционные силы, на работу в этом направлении. Здесь у нас просматривается определенного рода сотрудничество, контролируемое. Значит, могут у нас возникать какие-то, знаете, новые лидеры в каких-то регионах, они могут формировать какие-то определенные коалиции. И для Эрдогана это будет определенного рода сложность, которую он попытается, условно говоря, преодолеть, например, сталкивая интересами группы лиц, если мы говорим вот про какие-то политические аспекты. Еще это особое внимание энергетическому сектору раз, рейтингам 2, настроением в обществе 3, каким-то коалициям, сообществам и так далее и тому подобное. Еще это может быть оказание поддержки какой-то социальной группы в том числе. Если мы посмотрим внешнюю политику, то здесь у нас тройка жезлов, тройка мечей и семерка жезлов. Такая достаточно ожесточенная борьба, особенно если мы говорим про международные рынки, потому что здесь идет запрос на сотрудничество, на расширение. Тройка мечей, семерка жезлов, здесь придется действительно побороться, поиграть на противоречиях, выстраивать какую-то сложную, неоднозначную политику, особенно если мы говорим про переговорный процесс. С другой стороны, тройка жезлов, тройка мечей и семерка жезлов может нам говорить о том, что будет попытка пересмотреть условия сотрудничества, условия соглашения. Значит, здесь у нас может быть борьба, связанная не только за рынки, но как это объяснить? Допустим, вот происходит в мире какая-то ситуация нестандартная, нетипичная. И вот на протяжении вот этих вот каких-то факторов, в дестабилизирующих ситуациях, это обеспечить себе наилучшие позиции, с одними устраивая взаимоотношения, с другими, условно говоря, ссорясь, разрывая какие-то контракты, потому что здесь игра становится, знаете, как когда каждый сам за себя. Еще тройка жезлов, тройка мечей, семерка жезлов может нам говорить, что на Эрдогана могут посыпаться какие-то нападки, особенно со стороны бывших союзников, особенно если мы говорим про соседние страны в том числе. Тройка жезлов, тройка мечей, семерка жезлов может, конечно, проявиться и в контексте какой-то определенной борьбы, но это борьба не только за интересы Турции, но и за интересы каких-то своих сторонников. Если мы посмотрим ситуацию, связанную, например, с возможностями для Эрдогана, здесь у нас падает старший аркан справедливость, отшельник, четверка пентаклей. Как это может проигрываться? Например, принятие каких-то законов для оказания какой-то помощи, какой-то поддержки для каких-то определенных групп. Это первое. Второе, особенно если мы говорим про социальный сектор, про социальные группы. Если мы говорим в контексте политики, то это принятие каких-то законов, которые позволят Турции самостоятельно принимать решения, особенно что касается экономики, это раз. Особенно что касается укрепления власти, это два. Такое обретение своего суверенитета. Не позволить каким-то внешним акторам, другим странам
скажем так, влиять на какие-то внутренние решения. Это может быть определенного рода зачистка в том числе, потому что ключевым моментом является здесь у нас отшельник и четверка пентаклей. Это сохранение стабильности, сохранение баланса в том числе. Поэтому здесь могут у нас пересматриваться конституция, пересматриваться и приниматься какие-то новые законы, законопроекты, значит, усиливаться вертикаль власти. И еще это выделение каких-то денежных средств. Еще, если мы говорим про зону риска, который здесь у нас выпадает. Восьмерка жезлов, страшный суд, восьмерка мечей. Восьмерка мечей проигрывается не самым приятным образом. Значит, в раскладе на Турцию на 23 год семерка жезлов, восьмерка мечей проигралась, например, как вот землетрясение, оказание какой-то поддержки и так далее и тому подобное. Восьмерка мечей в раскладе на Евросоюз в 2024 году проигралась вот как климатические какие-то изменения. Вполне вероятно, что здесь тоже может произойти какая-то нетипичная ситуация. Но восьмерка мечей — это не всегда климат, это не всегда природа. Хотя старший аркан Шут на дне колоды может нам говорить о появлении так называемых черных лебедей. Будем надеяться, что здесь этого не произойдет. Восьмерка жезлов, страшный суд и восьмерка мечей может нам говорить о каких-то резких кардинальных переменах, которые найдут свое отображение в учебниках истории. Что у нас проигрывается по восьмерке мечей? Это, допустим, если какая-то пандемия, то это самоизоляция, это какое-то ограничение. Значит, с точки зрения экономики, это могут быть какие-то санкции, это может быть усиление, например, цензуры, ограничений. Здесь у нас могут быть какие-то громкие политические скандалы, политзаключенные и так далее и тому подобное. Террористические акты тоже подходят под это. Ну, как бы, знаете, не произошло, что это вот событие, которое здесь изображено, не послужило, например, началом участия в военном конфликте, потому что двойка жезлов, старший аркан колесница, здесь, конечно, нам косвенно намекает о том, что может произойти такая вот нетипичная ситуация. Еще восьмерка жезлов, старший аркан страшный суд и восьмерка мечей может нам говорить, допустим, о необходимости принятия каких-то реформ, каких-то кардинальных мер, решения идеологических вопросов, разногласий. Будем надеяться, что восьмерка жезлов, страшный суд и восьмерка мечей не проиграются какими-то ракетными обстрелами, там, террористическими актами или там, например, атаками, пожарами в том числе. Поэтому будем надеяться, что это просто какая-то, не знаю, реформа, реформирование системы, решение каких-то идеологических разногласий в том числе. На этом все. Берегите себя. Расклад на Турцию на 2025 год я попробую записать чуть позже и выложить его на канал. Ну, кстати, да, про самое главное не сказала. Здесь у нас падает восьмерка кубков, двойка мечей и двойка пентаклей. В контексте Эрдогана что это может означать? Конечно, это может означать, допустим, как один из вариантов ухода, но он в буквальном смысле не торопится уходить на пенсию, потому что здесь предпринимаются меры все для усиления собственных позиций. Значит, это оказание какой-то помощи, какой-то поддержки, гуманитарной поддержки в том числе раз. Значит, это может быть смена политики, смена направления, смена стратегии, быть мягким, гибким, тем более двойка мечей и двойка пентаклей нам об этом говорят, потому что это не спешить, это анализировать все события, прислушиваться к себе, к своей интуиции, попробовать найти какой-то альтернативный путь, особенно если мы говорим про баланс сил. Поэтому здесь, конечно, ему будет непросто, сложно, особенно если мы говорим про внешний контур в том числе. Ну и внутри просматривается какая-то определенная напряженность и зона риска. Еще если мы просматриваем вот эти вот аспекты, плюс внешнюю политику, то вот эти арканы могут нам говорить о том, что Эрдогана попробуют каким-то образом ограничить в принятии решения, заставить что-то выполнять, оказывать какое-то определенное давление, в том числе используя и внешнюю силу, и внутреннюю силу. Посмотрим, как он справится. На этом все. Берегите себя. До новых встреч.